Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсетик с бретелями-воланами. Итак, приступим. Выкройку корсета распечатываем и переводим нужный размер на пергаментную бумагу. Так, выкройку подготовила. Вырезаем детали выкройки. Готово. Для пошива корсета я использую атлас средней плотности. Он немного тянется в поперечном направлении. Это лицевая часть корсета. И для изнанки буду использовать натуральную ткань. Она не стрейчевая. Дублировать лицевую часть я буду вот таким мягким дублерином. Он не стрейчевый. Основные детали корсета выкладываем на ткань, соблюдая долевую. Выкраиваем лицо, изнанку. Воланы выкраиваем только из лицевой ткани. Выкладываем ткань 2 слоя, обводим сначала одну половину волана, переворачиваем выкройку и обводим вторую половину. Готово. Детали лицевой части, подклад и воланы. 2 верхних и 2 нижних волана. Сшиваем основные детали корсета с припуском 1 см. Обязательно стыкуйте детали так, чтобы в точке начала припуска детали были точно вровень. Детали чашки сшиваем с припуском 7 мм. Припуски разутюживаем. Чашки утюжим на круглой колодке, припуски в разутюжку. Формируем выпуклую красивую чашку, натягиваем ее немного на форму и вытягиваем центр, сутюживая по внешним срезам. Вот так выглядит отутюженная чашечка. Вот так сейчас выглядят сшитые и отутюженные детали корсета. Беру репсовую ленту шириной 1,5 см и буду пришивать ее к припускам изнанки, располагая так, чтобы центр ленты проходил вдоль шва. Ткань под лентой немного натягиваю во время шитья. Пришиваем ленту 2 строчками по краям. Вот таким простым способом мы с вами создали туннели для косточек. Вшиваем чашки в корсет. Сначала соединим с одного края в точке начала припуска 7 мм. Детали должны сойтись точно вровень. Затем соединяем шов чашки со швом на корсете. И здесь также на расстоянии припуска детали вровень. Теперь распределяем ткань чашки в выемке.
Чашка немного припосаживается. Шьем припуск 7 миллиметров. Проверяем качество проделанной работы. Из бельевого поролона толщиной 5 миллиметров сделаем внутреннюю чашку. Для этого мы берем выкройку чашки и срезаем с нее припуски. По верхнему срезу чашки срезаем 1 см припуска плюс 3 мм, 1,3 мм. И по рельефам чашки срезаем припуск 7 миллиметров. И выкраиваем сначала одну чашку и затем вторую зеркальную. Ставим все метки, чтобы не запутаться. Детали поролоновой чашки готовы. Вот так будем их соединять. На швейной машинке выбираем строчку зигзаг шириной 6 мм и длиной 1,5 мм и сшиваем детали. Чашки утюжим на круглой колодке. Для подгрудных каркасов подготовим туннели. У меня это готовая фабричная туннельная лента. Из ленты формируем полукруг. Готово. Поролоновую чашку вшиваем, отступив от верхнего среза 1 см и 3 мм. Соединяем шов со швом и затем равномерно распределяем чашку внутри. Пришиваем поролоновую чашку, попадая в предыдущую строчку. Теперь берем туннель и накладываем ее так, чтобы закрыть вот эту строчку. Во время шитья я немного припосаживаю туннельную ленту. Все припуски срезаю, оставив 3 мм. Срезаем лишнюю длину. И пришиваем по краю туннеля.
Вставляем внутрь туннеля косточку под грудный каркас. Концы косточки не доходят до срезов на 1 сантиметр. Закрепляем концы туннельной ленты. Соединяем швы ткани и поролона и проложим фиксирующую строчку длиной около 2 сантиметров. На лицевой части корсета надсекаем припуски чашки и разутюживаем. Итак, мы подготовили изнаночную и лицевую части корсета. Складываем их лицом к лицу. Соединяем верхний срез от уголка до уголка. Шьем с припуском 1 сантиметр. Беру ленту органзы и укрепляю ею срез. Шью, попадая в предыдущую строчку. Срезы чашек немного припосаживаю под лентой. Вот так это выглядит. Теперь надсекаю припуски по центру выреза. Разворачиваем детали и пришиваем припуск в сторону изнанки. Немного подрезаем припуск изнанки. И также подрезаем ленту, оставив по 2-3 мм от строчки. Соединяем верхний срез спинки от центра до уголка. Шьем с припуском 1 сантиметр. Пришиваем ленту органзы. Подрезаем ленту. Надсекаем припуски. Разворачиваем и пришиваем припуск к изнанке. И вот так теперь выглядит обработанный срез. Пришло время вшивать бретель. Как сшить бретель-волан, смотрите мой предыдущий ролик. Итак, берем наши подготовленные бретели, прикладываем их к лицевой части и, уравняв срезы, подкалываем. Второй конец бретели подкалываем к спинке. Выворачиваем наизнанку и совмещаем срезы вот таким образом.
Совмещаем срезы. Прокладываем строчку с припуском 1 сантиметр. Подрежем уголки припусков. Накладываем ленточку органзы. Пришиваем. Срезаем ленту, оставив по 2-3 мм по сторонам от строчки. Надсекаем припуски. Пришиваем припуск на изнанку. Немного подрезаем припуск изнанки. Прометываем верхний срез корсета вручную, делая перекант на 1 мм в сторону изнанки. Беру пластиковую косточку шириной 6 мм. Косточки отрезаем такой длины, чтобы они не доходили до срезов на 1 см вверху и на 1 см внизу. Концы косточек закругляем и оплавляем огнем. Я подготовила косточки и вставляю их в кулиски. На этом этапе проводим примерку. Одеваем корсет на клиентку или на манекен, уравниваем срезы подкладки и лица и подкалываем иголками. Отмечаю, где у нас проходит центр спинки, делаю метки ручкой с термоисчезающими чернилами. Снимаем корсет, и мы видим линию центра спинки, обозначим ее поярче. И от этой линии у нас будет припуск. У меня получился припуск 1 см и 2 мм. Складываем детали спинки, уравниваем срезы и срезаем лишнее. Припуск заутюживаем внутрь. Отутюживаем уголок. Мы подготовили спинку корсета для вшивания молнии. Отмеряем нужную длину разъемной молнии. Вверху оставляем около 1,5 см. Нижний край молнии пришивается выше на 7 мм от среза. Сначала я приметываю молнию к лицевой стороне, хвостик загибаю и прячу внутрь, и затем приметываю изнанку. Вот так я вметываю молнию. Пришиваю односторонней лапкой.
Готово. Молния вшита. Соединяем иголками лицо и изнанку по нижнему срезу, совмещая швы. Проложим соединительную строчку, шьем в 5 мм от среза. Из лицевой ткани выкраиваем ленту шириной 4 см. Прикладываем ее к нижнему срезу. Строчка проходит под молнией. Шьем на расстоянии 7 мм от среза. Подравниваем срез. Оставляем 1 см ленты. Загибаем ленту внутрь и приметываем. Строчку прокладываем, стараясь попасть в шов притачивания ленты. И финальная влажно-тепловая обработка. Отутюживаем по нижнему срезу. Верхний срез сначала отутюживаем вместе с наметкой. Затем удаляем наметку и утюжим еще раз. И наш замечательный корсетик с бретелями-воланами абсолютно готов. Выкройку этого корсета в 5 размерах вы можете найти на сайте нашей школы шитья. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.